Всем привет! Вы на канале Мужской взгляд. Меня зовут Виталий. Сегодня у нас с вами будет расклад на вашего мужчину. Давайте посмотрим, что творится у вас в отношениях. Сделаем на две позиции. Пока выбирайте. Если что, видео ставьте на паузу. 1, 2. Так, давайте начинать с единичек. Так. По сигнификации давайте посмотрим мужчину. Ну, знаете, привык брать всю ответственность на себя по разным вопросам, и за своих близких, да, и за своих коллег берет даже слишком много. От этого очень сильная усталость. А по своему характеру данный мужчина довольно добрый, отзывчивый, пытается, опять же, всем помочь, из-за чего возникают вот эти вот проблемы, да, что он перебрал, да, слишком много взял. При этом мечтатель, очень приятно с ним разговаривать, и когда необходимо, он действительно готов прийти на помощь и также чем-то удивить, да, особенно в отношениях. Так, давайте посмотрим, что же вас сближает. Так, ну, знаете, здесь вижу, давно вы знакомы, да, это вполне может быть либо ваш гражданский муж, да, либо просто муж, да, то есть вы уже давно в отношениях, такое ощущение. И здесь вас, конечно, сближает время, да, большей части. Вы друг друга уже давно знаете, уже постигли определенные вещи, да, знаете про друг друга довольно многое. Поэтому здесь, конечно, есть также и больше похоже на общую какую-то либо недвижимость, да, что-то в этом роде, совместно нажитое, скажем так. То есть и объединяет вас действительно то, что вы давно в отношениях, испытываете друг другу чувства определенные, да, не скажу, что они довольно страстные, но все равно они есть. Это больше похоже действительно на, знаете, такую, ну, любовь, которая вот теплится в вас, да, двоих, и находится вот где-то глубоко внутри. Так, давайте посмотрим, о чем же он думает. Ну, знаете, вижу, охладел к вам данный мужчина, переживает по поводу этого, да, пытается найти выход, но не может. Знаете, данный мужчина ищет какую-то вот былую страсть, которая была в начале ваших отношений, да, которая была вот в самом-самом низу, скажем так, да, которая вот этот вот огонь, который горел, да, страсти, и свидания были, и ухаживания, и все на свете. Сейчас ему этого не хватает, честно вам скажу, у него это прям в мыслях, он застрял, по сути, в какой-то бытовухе, да, охладел и занят сейчас в большей степени, конечно, работой, да, то есть он абстрагируется, отвлекается, зарабатывая денежку. Ну, честно, выход он ищет, но не знает, что со всем этим делать. Конечно, это все у него в мыслях находится довольно часто. Так, давайте посмотрим, чего же он хочет, данный мужчина. Хочет, чтобы вы его услышали. Хочет, чтобы вы вернулись, да, вот именно той, которая была раньше, страстной, отзывчивой, да, без вот этой бытовухи. То есть на самом деле ваши отношения портит очень сильно недосказанность, да, нет у вас диалога, куда-то вот он пропал. Если раньше вы проводили вечера совместно, да, постоянно общались, постоянно контактировали друг с другом, сейчас все вот один холод.
понимаете. И он действительно, ну, по сути, хочет вас вернуть, понимаете. То есть здесь есть любовь с его стороны, да, то есть он считает, что не зря же он как бы вас выбрал, да, не зря же вы так долго уже с ним. Но отношения, конечно, если их не поддерживать постоянно, они начинают затухать, как ни крути. Да, поэтому здесь действительно есть и холод, есть и такое даже разочарование, да, в отношениях, что все вот так вот, как считает данный мужчина, все как бы испортилось. Понимаете, все сошло на нет. Поэтому, конечно, он хочет вернуть вас именно ту, которая была, либо хотя бы немножечко похожей на ту женщину, которую он полюбил когда-то давно. Да, ему этого очень сильно не хватает, понимаете, то есть он этого прямо жаждет. Так, хорошо, давайте посмотрим, чего делать не стоит. Ну, знаете, не стоит совершенно игнорировать данную ситуацию, поскольку есть риск того, что если вы все пустите на самотек, да, и с вашей стороны не будет абсолютно ничего, то отношения попросту разрушатся полностью, да, то есть мужчина попросту рано или поздно поймет, что все, отношения закончились, да, если его никак не воспринимать, если жизнь, по сути, жить порознь, да, никак не разговаривать, его игнорировать, да, то все это, конечно, уничтожит полностью отношения. Поэтому здесь этого ни в коем случае нельзя делать, потому что здесь, вижу, можете очень сильно пожалеть об этой потере, да, об этом говорит как бы Вселенная, что действительно нужно уберечь данное отношение. Так, давайте посмотрим будущее небольшое. Ну, если ничего не захотите менять, то будущее пока что будет точно таким же. Честно вам скажу, будет рутинным, бытовым. Мужчина ваш будет все время на работе, да, то есть вы будете заняты какими-то своими делами, да, которыми по сей день занимаетесь. А боль, да, страдания у данного мужчины, они будут проникать как бы в него все глубже и глубже, честно вам скажу. То есть это такое вот будущее. Совет. Ну, видите, по совету понимаю, что вам стало скучно с данным мужчиной. Это видно. Да, то есть вы уже не испытываете к нему тех страстных чувств, собственно, поэтому многое пропало из отношений. Здесь, понимаете, ваша ситуация необходима, во-первых, вам самой разобраться, да, в своих чувствах. Хотите ли вы продолжения таких долгих отношений? Хотите ли вы, чтобы он вообще оставался вашим мужем, да? И здесь, что тоже немаловажно, попытаться преодолеть себя и поговорить с вашим партнером, поскольку отношения рушатся из-за того, что нет диалога. Вы, по сути, живете в разных мирах, да, теперь, если раньше были вместе, все вместе, теперь, к сожалению, начали полностью расходиться, понимаете. И каждый уже не обращает друг на друга внимания, хоть мужчина и любит вас, честно вам скажу, да, у него остались все эти чувства. И здесь у вас как бы два выбора. Либо начать налаживать данные отношения, да, с помощью разговоров, проводя какие-то такие вот выяснительные практики, скажем так, да, со своим мужчиной, что же мы с тобой будем делать, и совместно решать эту проблему. Либо все-таки, ну, подумать, если уж так уже ничего не чувствуете, да, нет чувств, нет любви с вашей стороны, то зачем всех мучить, да, и оставаться в данных отношениях. Подумайте над этим. Это на самом деле очень такой серьезный выбор вам предстоит, да, и такой вот совет именно разобраться в себе и в своих чувствах, потому что пустить все это на самотек, оно разрушится, честно вам скажу. И данные отношения, если вы ничего не предпримете,
они попросту сойдут на нет, и мужчина сам вам предложит, что, по сути, давай разведемся. А у нас ничего нет. Но Вселенная рекомендует, опять же, именно спасти отношения, потому что вы потом пожалеете, какого человека вы, по сути, потеряли. Понимаете? Подумайте. Так, давайте переходить к двоечкам. Так, сейчас мы это все уберем. Так, двоечки. Смотрим на вашего мужчину. Так. Ну, знаете, такой израненный прошлыми отношениями, в принципе, жизнью, верит всегда в лучшее, да, не расстраивается, не впадает ни в какую депрессию, просто верит в то, что у него ничего не получается, и когда-нибудь в скором времени у него действительно все возрастет, все получится, и он найдет ту самую. Понимаете, это что касается любви. А в остальном же мужчина немножечко сплетник, да, честно вам скажу. Ему тайны лучше не особо рассказывать, да, иначе о них будут знать, в принципе, все, да, и друзья, коллеги, там, родственники. То есть здесь действительно мужчина слишком, ну, разговорчив, да, слишком разговорчив, не может остановиться. Но вполне, знаете, такой оптимист, очень серьезный оптимист. Так, давайте посмотрим, что же вас сближает. Знаете, здесь интересная связь, она больше сексуальная, нежели духовная. Честно вам скажу, не могу сказать, что у вас в принципе есть серьезные отношения с данным человеком, да, они больше похожи на такой вот короткий роман, при этом роман с головной болью, да, то есть вижу, что вы не сильно хотите продолжать данные отношения, но мужчина вам капает как бы на мозг, да, и постоянно пишет, звонит, давай еще раз встретимся, давай еще раз проведем время, да, то есть иногда вы соглашаетесь, но вы не рассчитываете на какие-то серьезные отношения с данным мужчиной. Да, вас устраивает то, что происходит сейчас, и это как бы абсолютно не хочется вам это менять, понимаете? И объединяет вас, знаете, вот это вот удовольствие, опять же, да, то, что вы физически подходите друг к другу, честно вам скажу. То есть здесь вот такая объединяющая связь. Так, о чем он думает? Слушайте, ну, видите, он хочет быть с вами. Он в вас влюблен, он хочет вас, он хочет действительно вас полностью заполучить, чтобы вы никуда от него не отходили. По сути, он хочет с вами семьи и хочет создать серьезные отношения. Понимаете? И всячески это показывает, проявляет, да, зовет на какие-то свидания, общение, да, то есть говорит приятные слова, но здесь вы иногда его отвергаете, иногда, когда вам это необходимо, да, вот эта физическая связь, вы все-таки идете на уступки. Но, опять же, без расчета, что у вас получится какая-то серьезные взаимоотношения. Да, но мужчина на это надеется. Это прям его такая мечта, это его мысли, да, то, что он хочет. Так, давайте еще поподробнее. Что он хочет, да. Главное такое желание. Видите, да, чтобы обратили внимание. Честно скажу, хочет, чтобы вы даже к нему переехали, да, продолжая эту тему, поскольку здесь она раскрывается очень хорошо так, да, его мысли и то, что он действительно хочет от вас.
он готов к серьезным отношениям и не понимает, почему у него не получается. То есть он на данный момент находится в режиме ожидания, понимаете, ожидания вас, ожидания от вас какого-то сигнала, да, что вот давай можно. То есть он сейчас вот в режиме такой вот паузы, которая иногда переходит в действие. Так, чего же не стоит делать? Давайте посмотрим. Так, ну, знаете, здесь не стоит пользоваться данным мужчиной, да, его это очень сильно, во-первых, обидит. Во-вторых, вы сами себя будете чувствовать неловко, да, вот после пользования, скажем так, поскольку здесь только вы получаете, знаете, такую вот награду, да, в рамках того, что ожидаете краткий роман, да, провели с мужчиной время и все. Мужчина в тот момент как бы начинает потом страдать, по сути, вот такой вот страдалец, да, не то чтобы обижаться, но вот именно страдает без вас и надеется на серьезные отношения. Здесь все-таки, знаете, не стоит так вот продолжать, да, то есть нужно все-таки определиться, что либо вы готовы быть с этим мужчиной, либо нет, опять же, поскольку мужчину это совершенно не устраивает, да, он совершенно не хочет вот этой вот краткости, он прям жаждет, повторюсь, вот серьезных отношений, но вы пока к ним не готовы. Здесь вот, знаете, два пути. Опять же, либо ему это объяснить, да, и он тогда поймет, подумает сам, что делать ему, да, либо разобраться, опять же, в себе, да, и понять, что же мне делать, понимаете? То есть, на самом деле, вот такая двойственная ситуация, но не стоит все это оставлять именно так, как есть, да, не стоит действительно, ну, обижать данного мужчину, поскольку он, ну, хороший, да, вот просто хороший мужчина, который хочет семьи, да, ну, что поделать, вот влюбился, понимаете, влюбился в вас, деваться некуда. Давайте будущее. Интересное будущее. Видите, тут начнется борьба. Да, придет к вам еще мужчина в ближайшем будущем, это где-то 2-3 месяца. Да, то есть появится на горизонте. Честно вам скажу, данный мужчина понравится вам больше. Да, то есть он понравится вам больше, именно будет такой статный, с большими деньгами, да, именно более подходящий, что ли, вам по и характеру, да, и это будет такой вот полуидеал, которого вы так все время ждали, да, то есть честно вам скажу. Поэтому, ну, в ближайшее будущее такое ощущение может обидеть нынешнего мужчину еще больше, потому что, конечно, начнется такая вот борьба за вас, честно вам скажу. И вот данная борьба пока вот результат не говорят, да, то есть она только вот начнется. Даже интересно, что же у вас будет дальше. Давайте совет. Ну, знаете, по совету вижу, что тоже вы хотите семьи, только нынешний мужчина вас не устраивает именно своей какой-то хаотичностью, понимаете? И здесь вас устраивает секс. Да, устраивает, но этого мало. Да, этого мало, чтобы действительно строить с данным мужчиной отношения. Поэтому здесь, опять же, решение за вами. Но если не хотите обижать мужчину, лучше с ним разойтись, да, поскольку он, конечно, надеется очень сильно на отношения и на то, что скоро будет семья, да, именно с вами.
Если судить еще потому, что в будущем у вас появится новый мужчина, да, на горизонте, здесь лучше не доводить до всей этой битвы, да, если не устраивает, скажите, конечно, нет данному мужчине нынешнему, да, и просто, выйдите из этой краткой связи, опять же. И не стоит никого мучить, потому что, если честно, здесь почему-то вселенной, попросту жалко данного мужчину, да, он хороший, пытается, но вот почему-то рекомендация именно отпустить. Если не нравится, если не любите, отпустите, чтобы у него судьба уже сложилась по-другому. Да. Может, вселенная для данного мужчины приготовила действительно женщину, которая будет рядом с ним. Понимаете? То есть здесь дело пока что вот таким образом у нас складывается. Но выбор остается за вами. Да, то есть вы подумайте и действительно примите решение. У меня на этом все. Спасибо, что посмотрели. Не забывайте подписываться на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Также не забывайте, что я есть в других соцсетях. А я хочу пожелать вам удачи и до новых скорых встреч. Всем пока-пока.